Война. День 126. Ситуация на фронтах. Воздух. По сложившейся традиции россияне создают множество версий касательно ударов по ТРЦ в Кременчуге, чтобы у людей сложилось мнение, что не все так однозначно. Спектр этих версий весьма широк, от той, что украинцы сами разбомбили торговый центр и он вообще не использовался, и до того, что удар нанесен по складам боеприпасов НАТО в промзоне рядом, а ТРЦ пострадал от взрывов этих боеприпасов. Вот только почему-то никаких взрывов, которые должны быть при попадании в БК на протяжении часов, мы не видим на видео сразу после попадания ракеты. Впрочем, вопрос с версиями был окончательно снят, так как момент удара ракетой по ТРЦ попал на видео. Вот на стоп-кадре видна ракета, летящая в торговый центр. В свою очередь, по авиабазе под Курском был нанесен удар с помощью советского беспилотника Ту-142. Россияне по традиции отомстили ракетным ударом по жилому дому в Николаеве. Восток. В районе Харькова на прошлой неделе российские войска продвинулись на юг в районе Липцев и достигли русских Тишек, откуда их артиллерия снова может достать до Харькова. С тех пор они регулярно обстреливают северные окраины города. Другие районы неоднократно подвергаются ударам из более тяжелого и дальнобойного оружия. Россияне предприняли несколько атак южнее Казачьей Лопани. Похоже, они захватили Терновую и достигли северной окраины Рубежного. При этом все боевые действия там ведутся небольшими силами. Обе стороны истощены, и масштаб боев совершенно не тот, что на востоке. В районе Изюма российская армия продолжает атаковать Долину и Богородичное, по-прежнему без особого успеха, за исключением, возможно, закрепления на северной окраине последнего. В районе Лисичанска россияне установили контроль над всем северным берегом Северского Донца и непрерывно обстреливают весь Лисичанск. К настоящему времени они овладели Белой горой и наступают на Верхнекаменку. Другими словами, они пытаются использовать импульс, набранный уходом украинских войск из Северодонецка. Главный вопрос последних дней – что украинцы собираются делать дальше? Поначалу казалось, что отход из Лисичанска неизбежен, ведь всплыли видео нескольких колонн Т-64 и мотопехоты, едущих в сторону Бахмута. И вроде бы части 3-й и 17-й танковой бригады, а также войск из 24-й и 57-й механизированной бригады должны были быть эвакуированы из этого района. Известно, что несколько колонн также пострадали от огня российской артиллерии. Есть жертвы. Но сейчас известно, что в районе Белой горы украинцы закрепились на заводе. Русские уже сутки интенсивно обстреливают этот район, но пока их штурмы не увенчались успехом. Что еще более примечательно, так это наступление россиян на Малорязанцево, которое угрожает блокировать Т-1302 к западу от Лисичанска. Южнее российские войска атакуют из Овчеяровки хорошо укрепленную холмистую местность, восточнее Верхнекаменки. Что особенно неприятно для ЗСУ, так это то, что россияне пересекли Т-1302 севернее Берестова и атаковали Спорное. Но похоже, атаку удалось отбить. В целом кажется, что русские в любой момент могут прорваться в направлении Белогоровки, что в свою очередь приведет к быстрому выводу Лисичанского гарнизона. Почему так? Потому что, как и прежде в Северодонецке, проблема не в том, чтобы удержать город, а в том, чтобы обеспечить снабжение гарнизона. Последнее невозможно сделать, если связь с ним отрезана. Более того, как и в Северодонецке, украинцы стремятся сохранить массу своих боеспособных войск, а также большую часть своей тяжелой техники. В районе Бахмута ЗСУ отбили Клинове, к востоку от Бахмута. К югу от этого района ЧВК Вагнера атакуют Углегорскую электростанцию с востока и юга, а также Семигорье и Кадему к западу от нее. На южном фланге в районе Угледара сообщается, что удалось оттеснить 2-3 российских батальона тактические группы 150-й мотострелковой дивизии не менее чем на 10 километров к югу, освободив при этом не менее 2 сел. Дальше по линии фронта идут бои, но о изменениях неизвестно. Однако в тылу у россиян в районе Мелитополя бесчинствуют украинские партизаны. Они атакуют российских чиновников и войска, а также, по-видимому, эшелоны с припасами. Юг. Тут, как всегда, слухов больше, чем подтвержденной информации.
Да, есть снова сообщение, что ЗСУ чуть ли не в 5 километрах от Херсона, но это скорее всего разведка. А еще россияне вроде как атакуют на севере, но безуспешно. Что точно известно, так это о взрывах на российской базе в Новой Каховке. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт форма